3 кота. 2 кота. И 1 кошечка. Мяу. Сны на заказ. Однажды утром котята рассказывали друг другу свои сны. Мне приснилось, что я запускаю кораблик в ручье. А я во сне примеряла новое платье. А мне приснилась большая конфета. Интересно, а если самому придумать тебе сон, то он и приснится? Не знаю, но можно попробовать. Если у нас получится, мы будем видеть во сне все, что захотим. Здорово! Миу, 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 миу. Пусть мне приснится, что я управляю огромным кораблем. А мне, что я принцесса в замке. А я хочу увидеть разных бабочек. Котята кладут свои рисунки под подушки. Котятки, сегодня я почитаю вам на ночь сказку про кота в сапогах. Доброе утро. Доброе утро. У меня ничего не получилось. Мне приснилось, что я поймал на рыбалке 2 сапога. У меня тоже не получилось. Мне приснилось, что я принцесса, которая живет в сапоге. Это все из-за сказки про кота в сапогах. Компот, тебе тоже сапоги снились? Ага, мне снилось, что у меня сапоги полные конфет. Интересно, почему это Компоту всегда снится еда? Не знаю. Наверное, потому, что я всегда про нее долго думаю перед сном. Вот в чем дело! Нам надо все время думать только о наших снах. С утра и до вечера котята говорили только о том, что они хотят увидеть во сне. Я принцесса, я принцесса. Быстрый корабль, самый быстрый корабль. Бабочки, бабочки, много бабочек. И даже отказались слушать папины сказки. Котятки, красная шапочка. Не надо. О-о. Принцесса, Бабочки. корабль, принцесса, корабль. Бабочки. Компот, мне из-за тебя одни бабочки снились. Ну вот, а мне снилось, что я принцесса. А мне приснился корабль Коржика с крыльями бабочки. Наши сны перепутались, потому что мы друг с другом общались. Я знаю, что надо делать. Сегодня мы не будем общаться, чтобы не слышать про чужие сны. Котята так долго и напряженно думали о своих снах, что ужасно устали. И все трое спали совсем без снов. Мы вчера целый день ничего не делали, только и думали про свои сны, а нам ничего не приснилось. Почему у нас не получается видеть сны на заказ? Наверное, потому что это невозможно. Сон — это всегда что-то неожиданное, сюрприз. Этим сны и хороши. А чтобы сны были как можно ярче, надо днем заниматься интересными и полезными делами и копить впечатления. Правильно! Миу, 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 миу. Котята нашли много интересных и полезных занятий. И, накопив ярких впечатлений за весь день, они спокойно заснули. И на этот раз им всем приснилось что-то новое, необычное и очень увлекательное. День черного кота. Как-то раз котята с друзьями собрались отмечать ежегодный праздник – День черного кота. Ну, вот и наш черный кот удачи. Сейчас я все подготовлю и начнем. Папа прячет черного кота в тайном месте и делает для котят разные указатели и подсказки.
Котятки, если найдете черного кота до 6, то, как говорится, поймаете удачу за хвост в этом году. Ура! Миу, 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 миу. О! 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 Черный кот здесь. Что-то для кота коробочка маловато. О, мой свисток. Какой красивый, блестящий. Похоже, это какая-то загадка. Может, в него надо свистнуть? О! Нам нужен этот свисток. Ха, тут подсказка. Малина. Понятно, нам нужен куст малины в парке. Папа устроил котятам непростое испытание. Но, наконец, они нашли последнюю подсказку. Ага, черный кот спрятан где-то в нашем доме. Побежали скорее. Стойте. А где Сажик? Сажик! Может, мы случайно засыпали его в песочнице? А может, его утащила сорока? Помогите! А может быть, он заблудился? Мяу! Я знаю, что надо делать. Надо искать Сажика. Но мы не успеем найти черного кота. И не поймаем удачу за хвост. Сажик наш друг, а друг важнее удачи. Сажик! 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 О, это следы Сажика. Сажик! Помогите, я не могу вылезти из оврага. Тут слишком скользко. Держись! Эх, я вижу, вы не успели найти черного кота. Просто Сажик провалился во враг. Мы все его спасали. Вот и правильно сделали. Ха-ха. Тем более, что Сажик у нас тоже черный кот, и вы нашли его до 6, так что вы все-таки поймали удачу за хвост. А вот и ваш приз. Шоколадные котики с предсказаниями. Здорово! Миу, 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 миу. А что написано на моей палочке? В этом году вас ждет веселье. Вас ожидает много интересного. Рядом с вами всегда будут друзья. Этот год у всех будет удачным, особенно у Сажика. Ведь когда у тебя такие друзья, это большая удача. Ракушка. Однажды котята гостили у дедушки, и он показывал им свою коллекцию ракушек. В моей коллекции есть ракушки со всего света. Какие они красивые. Вот эти похожи на маленькие башенки. Точно, давайте построим замок из песка и украсим его башню этой ракушкой. Дедушка, можно ее взять? Можно, Коржик. Только верните ее потом на место. Здорово! Миу, 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 миу. Пока дедушка будет красить лодку, котята построят замок из песка. Только не заходите в воду, ноги промочите. Коржик, давай я возьму ракушку. Вдруг ты ее потеряешь? Не бойся, не потеряю. Давайте уже замок строить.
хороший замок у нас получился. Осталось украсить главную башню. Коржик, давай ракушку. Кажется, я ее потерял. Ну вот, я боялся, что так и будет. Ой, что же мы скажем дедушке? Это же ракушка из его коллекции. Может, она выпала? Наверняка лежит где-то на песке. Смотрите, что я нашел. Наверное, когда-то тут проплывала какая-то принцесса, и этот камень выпал из ее короны. Ой! Хороший камушек, но вообще-то мы ищем ракушку, которую ты потерял. Уже весь берег перерыли. Может быть, ракушку смыло волной? Надо в море посмотреть. Нам нельзя заходить в море. Можно только у самого берега поискать. Ой! Смотрите! Ой! Это же монета из пиратского сундука! Жалко только, что это не дедушкина ракушка. Ой, а вдруг Коржик выронил ракушку на том месте, где мы уже построили замок? Мы так долго его строили. У меня лопатка не поднимется его сломать. Котятки, зачем же ломать такой замечательный замок? Прости, дедушка, но я потерял твою ракушку. Но может быть она закопана под замком. Ну вы даете! Да и ладно! Ракушек на свете еще много, а такой замок один. Пусть лучше стоит и украшает берег. Только чем же нам украсить главную башенку? Я знаю, что надо делать. Мы украсим ее чем-нибудь другим. Можно украсить замок моей шапочкой. Коржик, ты нашел ракушку. Где? У тебя на голове. Ой, точно! Я спрятал ее туда, чтобы не потерять, и забыл. А это что такое? Это мы нашли, пока искали ракушку. Котятки, похоже, у вас собралась собственная коллекция таинственных сокровищ. Кстати, они тоже могут украсить ваш замок. Здорово! Миу-миу-миу-миу! Котята украсили замок камнем, монеткой и ракушкой. А потом до самого вечера играли на берегу. Мелочи жизни. Однажды мама и папа решили поехать с котятами в гости к дедушке. Днем вы сходите с дедушкой на рыбалку, а вечером мы устроим чаепитие. Здорово! Миу-миу-миу-миу! О, пойду помогу папе на кухне. Выезжаем через полчаса. У нас еще полно времени. Мы успеем поиграть. Папа разговаривает по телефону с дедушкой. Мы возьмем резиновую лодку, чтобы покататься. Отлично, сынок. А я соберу земляники к чаю. Да не, пап, это уже мелочи. У нас с собой будет большой сырный пирог. Хорошо, сынок. Жду вас. Ой, мы сбили время на часах. На 15 минут назад. Так, мешок с надувной лодкой, весла. Удочки и сумка со спасательными жилетами. И еще есть время, чтобы пропекся пирог. Надо перевести часы. Сейчас я собью стрелку в обратную сторону. Промазал. Ой, ой, ой. Ну и ладно, стрелка на часах – это мелочь. Все уже давно смотрят время на телефонах. Давайте играть дальше. Котя, что-то горит.
Ничего не понимаю. Судя по часам в гостиной, пирог должен был готовиться еще минут 15. Ну что же, вместо пирога возьмем к чаю варенье. До свидания, варенье. Теперь еще осколки убирать. Скорее. Главное, не попасть по дороге в пробку. Мы потеряли лодку. Ох, я забыл закрепить лодку из-за этого варенья. Папе пришлось вернуться, чтобы закрепить лодку. А за это время на дороге образовались пробки. Да, это надолго. О, привет! Что же вы так долго? Привет! Привет, дедуля! Привет, папа. С рыбалкой мы, конечно, опоздали. Но покататься на надувной лодке, думаю, еще успеем. Боюсь, что нет. Пока вы накачаете вашу лодку, уже стемнеет. Да что ж за день сегодня такой? Простите, это все из-за нас. Мы случайно сбили стрелки часов назад. Решили, что это мелочь. Но из-за этой мелочи все пошло не так. Пирог выпекался на 15 минут дольше и сгорел. Из-за этого мама вместо пирога взяла варенье и случайно разбила банки. Из-за уборки осколков папа забыл закрепить лодку, и она упала. Мы вернулись за лодкой, а потом попали в пробку. Из-за этой маленькой стрелки часов мы остались без рыбалки и без чаепития. Но я знаю, что надо делать. Надо быть внимательными к мелочам. Правильно, котятки. Мелочи жизни делают жизнь особенной. Порыбачим мы с вами в другой раз. А к чаю у нас будет земляника. Земляника! Миу-миу-миу-миу! Хорошо, что дедушка все-таки собрал землянику. А котята поняли, что одно маленькое событие может на многое повлиять. А вечер прошел отлично. Спектакль «Бантика». Однажды Бантик пригласил котят и горчицу в гости, чтобы показать свой спектакль. Представляю мой спектакль «Красавица и чудесная скрипка». Прямо настоящий спектакль с актерами. И декорации будут. И музыка. И декорации, и музыка. А главное, это буду делать я. И спектакль будет великолепным. Здорово! Миу-миу-миу-миу! Надеюсь, он будет веселым. А то я спать хочу после обеда. Я принц волшебной страны. Я играю на чудесной скрипке. Ее музыка делает всех счастливыми. О! О! А я подземный король. Я ненавижу музыку и эту скрипку. Подземный король хочет разрубить скрипку мечом. Я спрячу ее в лесу. Ой, извините, не смог одной рукой. А давай я тебе помогу с декорациями. Тогда тебе будет легче. Какой жуткий лес! Прямо мурашки по хвосту! Ой! Нет, эта музыка слишком рано. Тут должно быть страшно, а музыка пошла смешная. Хочешь, я помогу тебе включать и выключать музыку? Красавица спит уже целых 100 лет. О! На
но я разбужу ее своей чудесной скрипкой. Ах, никогда раньше я не слышала такой чудесной музыки. И больше не услышишь. Я разрублю скрипку. Она замолчит навсегда. Нет, злой король, я не позволю. Принц, злой король, не ссорьтесь. Ха-ха-ха, тебе меня не одолеть. Это мы еще посмотрим. Давайте жить дружно. Только если он не будет трогать мою скрипку. Ну уж нет, ненавижу музыку. Стойте, стойте. Я уже совсем запутался. Кто хороший, кто плохой. Ну вот, я думал, спектакль будет великолепный, а он просто кошмарный. Плохой из меня актер. Да нет же, Бантик, просто ролей много, а ты один. Да, вот если бы я мог себя размножить, я бы прекрасно всех сыграл. Нет, я знаю, что надо делать. Коржик, может быть, ты сыграешь подземного короля? Ага, всегда хотел попробовать тебя на сцене. Горчица. Может, сыграешь спящую красавицу? Красавицу? Это да, это я могу. А тем более спящую. У Бантика и котят получился замечательный спектакль. Ведь с друзьями все получается лучше и веселее. Рации. Однажды мама и папа вручили котятам необычный подарок. Котятки, эти устройства называются рации. Прием. С их помощью вы сможете разговаривать друг с другом на расстоянии. Говорит Карамелька, я лежу на кровати. Прием. Говорит Компот, я на кухне, я ем яблоко. Прием. Говорит Коржик, я смотрю в окно. Пошли гулять, прием. Я выхожу. Я тоже. Это Коржик, я на месте, прием. Мы и так тебя видим. И слышим тоже. Значит, рации нужны только тогда, когда мы очень далеко друг от друга. Говорит Карамелька, я в Африке. Прием. Говорит Компот, и я на Северном полюсе. Прием. Эй, меня кто-нибудь слышит? Прием. В космосе рация не ловит. Откуда здесь эта газонокосилка? Да ну ее. Давайте лучше думать, что делать с рациями. Можно одну отдать маме, чтобы она всегда была с нами на связи. Для этого есть телефон. К тому же все вокруг будут слышать, что мама нам говорит. Коржик, катайся осторожно, а то, как в прошлый раз, порвешь штаны на попе. Но, мам, штаны на попе. Почему эта газонокосилка ездит сама по себе? Не знаю. И что делать с рациями, тоже не знаю. Выходит, они нам совсем не нужны. Внимание! Говорит полицейский инспектор. Ой! У городского садовника пропала газонокосилка. Срочно начать поиски. Прием. Ого! Похоже, Коржик случайно поймал полицейскую радиоволну. Я знаю, что надо делать. Говорит поисковая группа «Три кота». Мы видели газонокосилку. Прием. Коржик, Карамелька и Компот. Да, это мы. О, продолжайте поиски. Жду от вас любую информацию. Прием. Вас поняли. Ого! Мы будем выслеживать газонокосилку, как полицейские. Вижу
газонокосилки на газоне и в кустах. Прием. Вижу след газонокосилки у большого дуба. Прием. А я вообще повсюду вижу ее следы. Я слышу газонокосилку. Она где-то рядом. Да, она едет от тебя в сторону нашего дома. Внимание! Газонокосилка обнаружена во дворе дома 3 котов. Вас понял, выезжаю. Да, это она! Стой, стой! Вы нашли мою газонокосилку. Она еще утром от меня уехала. Благодарите поисковую группу «Три кота». Коржик, карамелька, компот. Спасибо вам. Пожалуйста. О, как аккуратно пострижен наш газон! Проходите в дом, я угощу вас своими кексами. Внимание! Чай и кексы на подходе. Как поняли, прием. Вас поняли! Теперь, если кому-то понадобится что-то найти, поисковая группа «Три кота» всегда будет на связи. Зарядка. Однажды котята гостили у бабушки. Котятки, просыпайтесь. Смотрите, какой ясный день. Мы хотим еще поваляться. Да, у меня нет сил встать с кровати. А давайте все вместе сделаем зарядку. Тогда у вас сразу появится много сил и энергии. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Зарядка нужна бабушкам и дедушкам. А мы пока еще внуки. Зарядку полезно делать в любом возрасте, чтобы всегда быть сильным и гибким. Я и так сильный, я вон как могу. Да уж, спортсмен. Ну, не хотите, как хотите. Но на завтрак вы обязательно должны съесть кашу. Она придаст вам сил на весь день. Значит, силы можно получить и от каши. Ага, и никакой зарядки не надо. Здорово! Миу, 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 миу. После завтрака котята вышли играть на улицу. Ой! Я поймаю! Ой! Все, не могу. Я поймаю. Как же нам достать наш вертолетик? Может, сбить его палкой? Но так ты можешь его сломать. Можно приделать пружины к ногам и допрыгнуть до него. А если ты сам застрянешь, тогда нам придется доставать и тебя. Можно позвать папу Шурупа. Он приедет на пожарной машине и достанет наш вертолетик. Вот. Но пожарных нельзя отвлекать по таким пустякам от более важных дел. Давайте просто залезем на дерево и снимем вертолетик. Но у котят не хватает сил, чтобы забраться на дерево. Мы никогда не достанем наш вертолетик. Так, значит, игрушка застряла. Сейчас достанем. И... Ого! Бабушка, ты такая ловкая и сильная, прямо как суперкошка. Это потому, что я каждое утро делаю зарядку. И я хочу быть суперкотом. И я тоже. Я знаю, что надо делать.
приехали папа и мама. Компот, да ты просто суперкот! Один день, и бабушка сделала из наших котят спортсменов. Привет, котятки. Привет, мамуля. Это все благодаря зарядке. Кстати, нам с дороги тоже не помешает размяться, а то я в машине все себе отсидел. Тогда всем строиться, проведем семейные занятия. Здорово! Миу-миу-миу-миу. Кстати, это ваше миу-миу отличное упражнение. Теперь котята делают зарядку каждый день, а упражнение «Миу-Миу» доставляет им особую радость. Сила воли. Как-то раз папа испек вкусные кексы. Вкуснятина! Котятки, надо дать кексам остыть. Вы сможете их попробовать вечером на ужин. На ужин? Ну, до ужина еще целый день. Вам придется проявить силу воли. А сила воли — это что? Сила воли помогает нам выполнять принятые решения, даже если трудно и очень не хочется. Например, не есть кексы до ужина. Иначе вы перебьете себе аппетит. Предлагаю сыграть в игру. Кто до вечера не съест ни одного кекса, тот получит приз. Приз! Здорово! Миу-миу-миу-миу. Ну вот и договорились. Как же я хочу съесть хотя бы один кексик. Они так вкусно пахнут. А как же твоя сила воли? Тебе надо отвлечься. Поиграй с компотом в шахматы. Или возьми робота и поиграй с карамелькой. Сейчас, я на минуточку. Отнесу-ка я кексы на кухню, чтобы они никого не смущали. Коржик! Я придумала. Пойдемте на детскую площадку. Там точно не будет никаких кексов. А у меня для вас сюрприз. Смотрите, какие красивые кексы испекла моя мама. Угощайтесь. Коржик, используй свою силу воли. Мы же обещали маме, что не съедим до вечера ни одного кекса. Да, но это ведь не те кексы, что у нас дома. Но если мы их съедим, у нас испортится аппетит к ужину. Нужно проявить силу воли. Лучше пошли домой. Кексик, кексичек. А может, Коржик просто проголодался? Пойдем на кухню, дадим ему банан. Какие же они пышные. И, наверное, очень-очень вкусные. Отдай их мне. Нет, отдай мне. Ой. Ну вот. Ты все съел один. Котятки, а где же кексы? Вы не выполнили условия нашей игры? Мы правда очень старались, но это так трудно. Мы держались до последнего и в итоге... Не съели ни одного кекса и выиграли. Ого, а мы думали, ты их съел. Я весь день мечтал о кексах, но когда увидел, что вы тоже хотите их съесть, решил вам помочь, и я их спрятал. Я знаю, что надо делать. Надо помогать друг другу справляться с трудными задачами. Тогда у нас все получится. Все правильно, Карамелька. И раз вы прошли такие сложные испытания, вот вам маленькие подарочки. Я шила вам новенькие футболки в знак того, что у вас такая огромная сила воли. Здорово! Миу-миу-миу-миу. Ух
ты! Я хочу сыграть в такую же игру и проявить свою силу воли. Я тоже. Но сначала сыграем в догонялки, чтобы у нас разыгрался аппетит. Вот так котята поняли, что такое сила воли, а заодно убедились в том, что с любой сложной задачей проще справляться вместе. Снежные горки. Однажды зимним субботним утром котята спешили покататься на санках с ледяной горки. О, доброе утро, котятки! Куда это вы так рано? Кататься с горки. Но ночью шел снег, и горку совсем засыпало. Ой, а где же горка? Главное, что есть санки, а горка найдется. Здорово! Миу, 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 миу. Поехали! Но санки вязнут в рыхлом снегу. А наша горка точно была здесь? Мне кажется, я даже ее вижу. Тогда мы ее быстренько откопаем. Приступим! Но откапывать горку оказывается не так-то легко. Так мы целую неделю копать будем. Папа, папа! Помоги нам откопать горку от снега. Конечно, помогу. Сразу, когда смотрю соревнования по сноуборду. Ого, я тоже так хочу. Для сноуборда нужна большая горка, а наша слишком маленькая. Ну, пока у нас и маленькой горки нет. Мама! А ты поможешь нам раскопать нашу горку? К сожалению, я опаздываю на фитнес. А если горку засыпала, поиграйте пока в дочки-матери. Но котята не хотят играть в дочки-матери. А давайте посыпем снег солью. От соли снег растает. Но от соли и снег растает, и лед на горке тоже. Может, лучше позовем бульдозер? Он почистит нашу горку за минуту. Но бульдозеры обычно чистят дороги, а не горки. Куда? Тогда давайте запустим по горке снежный ком. Он соберет весь снег, а лед на горке останется. Точно, давайте! Какой хороший получился ком. Теперь давайте скатим его с горки. И раз, и два, и... Кто там? Странно, никого нет. Горку теперь засыпало еще сильнее. Теперь ни бульдозер, ни папа нашу горку не откопают. Я знаю, что надо делать. Эй, да помогите же! Это же папин сноуборд. Папин сноуборд прекрасно подходит для катания по рыхлому снегу. Ого! Ого! Фитнес отменяется. Я лучше покатаюсь с вами. Ну-ка, брысь. Ура! Миу, 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 миу! А вот это подходящая горка для сноуборда. А теперь показываю, как надо. Снежные горки – это хорошо, а большие снежные горки гораздо лучше. Говорящая птица.
Как-то раз мама с папой вернулись домой от соседей. Вот, а в конце надо достать из духовки готовый коржик, добавить немного карамели и подавать все это с малиновым компотом. Должно быть вкусно. Скорее все запиши. Папа, ты нас звал? Коржик, карамелька, компот. А почему ты назвал меня малиновым? Просто наш папа придумал новый кондитерский рецепт. Да, а для вас у нас есть вот что. Наши соседи уехали и просили присмотреть за их попугаем. У нас будет жить попугай! Ура! Миу, 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 миу. Я слышал, попугаи умеют разговаривать. Разговаривать? Да ладно! Ну-ка, скажи что-нибудь. Ну скажи! Может, он не хочет в клетке разговаривать? Давайте ее откроем. Ну что молчишь? Наверное, он голодный. Что, нужно сказать? Спасибо. Надо сказать спасибо. Может, он любит конфеты? Хочешь конфетку? Хочешь? Тогда скажи пожалуйста. А может, он еще маленький и просто не умеет разговаривать? Давайте его научим. Котята стали думать, какому же слову научить попугая. Давайте научим его говорить «бу». Тогда он сможет пугать незваных гостей. У нас не бывает незваных гостей. И он будет просто пугать всех подряд. Бу! А может, лучше, например, слово «поздравляю»? От этого слова нам всем будет приятно. Но слово «поздравляю» говорят, когда есть какой-нибудь праздник, а не по любому поводу. Поздравляю! Поздравляю! Нужно простое и доброе слово. Например, «привет». Точно! Это слово никого не напугает. Привет! 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 Скажи привет! 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 Привет. Так, котятки, пожалуйста, играйте в другом месте. Я никак не могу вспомнить концовку своего нового рецепта. Что там было после того, как коржик поставили в духовку? Достать из духовки готовый коржик, добавить немного карамели и подавать все это с малиновым компотом. Попугай запомнил и повторил папин рецепт. Спасибо! Именно так! Значит, он все-таки умеет разговаривать? Спасибо, пожалуйста, поздравляю. Бу! А почему же он до этого не хотел разговаривать? Может быть, потому, что его все время перебивали? И не давали сказать то, что он сам хочет. Я знаю, что надо делать. Надо дать ему ответить. Попугайчик, привет. Добрый день. Здорово! Миу, 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 миу. Спасибо, коржик. Спасибо, карамелька. Спасибо, компот. На здоровье! Вечером все пробовали коржики с карамелью по новому папиному рецепту. А попугай оказался очень общительным. Подожди, не уходи. Нажми сюда, чтобы подписаться на канал. И не забудь нажать на колокольчик. Нажми сюда, чтобы посмотреть новую серию. Приятного просмотра!